Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует Мир Моделей. Меня зовут Павел. Мы сегодня опять погружаемся в новинки, которые пришли в наши магазины. И сегодня новинка, которую представляет компания «Звезда», это модель знаменитого истребителя танков Су-100 в масштабе 1.35. Значит, это была старенькая модель у компании «Звезда», они ее сняли с производства. Совсем недавно мы делали обзор, они выпустили модель Т-34-85. И вот сразу же, фактически буквально через 3 буквально месяца после этого, вот выход вот такой замечательной новинки. Вот модели, более подробно рассказывать о ней не буду, многие уже знают и меня могут поправить, информации довольно-таки достаточно. Мы сразу, наверное, заглянем в коробочку, посмотрим, что находится внутри. И есть о чем поговорить. Так выглядит у нас лицевая сторона. Вот. Переворачиваем ее на сторону, где я ее собирал. Хотелось мне сказать, что профессиональный сборщик компании «Звезда», но здесь вот совершенно вот здесь внизу написано, что данную модель собирал Игорь Седых. Так что данную модель собирал Игорь Седых, даже это запечатлено на коробке. Вот так у нас теперь поступает в стране с авторскими правами, поэтому собирал Игорь Седых, и вот так вот, и не больше, не меньше. Теперь мы заглянем, естественно, в коробку, посмотрим, что внутри. Вот, начинаем мы, как всегда, как обычно и традиционно, с инструкции. Инструкция здесь вот, она вот такая вот, не книжица, не раскладка, раскраска, а вот такая вот Су-100. Также традиционно вот такой цветной вкладыш. Вот. То, что очень радует. Опять же, еще раз обращаю, привязка по краскам компания «Звезда» и компания «Тamiya». И те краски присутствуют в магазинах у нас в полный рост. И вот здесь вот декаль для того, чтобы оформить одну из ваших моделей, либо вариант с бортовым номером 740, либо номер 23 с соответствующими надписями здесь за 20 лет Советского Узбекистана. Вот так вот. Также здесь даны сразу прозрачные литники и, естественно, имитация троса. Капроновый шнурок. Очень многие меняют на проволоку. Это уже, так сказать, решение и выбор каждого моделиста. И также капроновая сеточка — это решетка моторно-трансмиссионного отделения МТО. Так что все это у нас как обычно. Т-34-85 многие собирают сейчас в данный момент. Я думаю, что здесь абсолютно все в тех же пределах. Вот. Теперь посмотрим, что же там нам дано. Непосредственно боевое отделение, лобовая часть, днище, кормовая часть, элементы маски пушки, топливные баки. Вот. Также у нас здесь данный один из больших литников. Здесь у нас... где же у нас орудие? Вот, господи, не увидел, елки-палки. Орудие у нас находится вот таким образом. Я думал, что это литник, но это оказался не литник, это оказался, так сказать, непосредственно заготовка для орудия. Орудие, между прочим, цельное, но на него нужно будет приклеить отдельно. Здесь, скорее всего, есть дульник. Гусеницы данные, так что по традиции, как делает сейчас «Звезда», это верхняя нить, нижняя нить, и секционно даются траками для того, чтобы вокруг ведущего колеса и ленивца. Здесь, как в Т-34-85 и более ранние модели, здесь ничего нового и ничего опасного для моделистов здесь нету. Я думаю, что все справятся. А также данные здесь, это непосредственно опорные катки данной модели. Здесь я немножко хочу остановиться, потому что и на форумах, и у нас коллеги, один из коллег спрашивал нас, если будете обозревать Су-100, пожалуйста, скажите диаметр катков. Мы решили сделать так. Мы взяли вот такую модель Су-85 от компании Mini Art.
Вот. И решили взять вот непосредственно катки от миниартовской Су-85. Вот прямо сейчас мы специально делаем вот так вот. То, что там был спор, что звездовские катки, они как бы меньше. Ну вот я вот сейчас вот накладываю, я думаю, что вот здесь у меня даже есть приготовленный заранее штангель-циркуль. Ну, я думаю, что без наложения видно, что катки, диаметр их практически совпадает. Единственное, что нету литьевого вот этого непосредственно бандажа. Вот здесь он более ярко выражен, может быть. Вот. И нету здесь вот такой замечательной перфорации, которая есть в миниартовских, именно непосредственно опорных катках от миниартовской модели. Сейчас посмотрим, сколько это будет у нас здесь. Это у нас 23,7. Я думаю, что здесь будет столько же. Да, столько же, 23,7, да, может быть, 6 чуть-чуть. Ну, в общем, в тех же пределах. Вот, мы заодно сейчас вот промерим по ходовой одно. Опять же, вот ведущий ленивец мы смотрим, он в тех же пределах, потому что были, еще раз говорю, что были сомнения у коллег по модельному цеху. Именно, ну здесь видите, что здесь совпадает. И сейчас мы еще посмотрим заодно. Вот эти вот у нас, да нет, он в тех же пределах. Если может на полмиллиметра звездовское изделие будет чуть-чуть меньше, ну совсем на чуть-чуть. Так что ходовая, в принципе, в тех же, так сказать, габаритах модели. Так что я думаю, что здесь вот такие сильные страхи, которые развели наши товарищи, что там ходовая не та, что она там катки не те. Ну, да, перфорации вот это вот как бы здесь нету, конечно. Вот, более, так сказать, ажурненько. Но, тем не менее, в общем, по диаметрам они точно совпадают вот, с миниартовской моделью, это точно. Ну, вот такая у нас сегодня интересная новинка в масштабе 35-м. То есть компания «Звезда» потихонечку снимает старые модели. Т-34-85 у него модели, Т-4, Т-3. Вот постепенно они эти модели, «Пантеру» они заменили, они эти модели снимают и заменяют их новыми моделями. Модели, в принципе, очень достойные, они очень вписываются в свою ценовую категорию. Многие моделисты эти модели собирают. Вот недавно совсем вышел Т-34-85, и тут же вот фактически в 2-3 месяца вышла Су-100. Замечательная новинка. Я думаю, что многие коллеги с удовольствием придут в наши магазины приобретать эти модели. Мы с удовольствием будем эти модели вам продавать. Так что, пожалуйста, ждем в наших магазинах. Ну, а моделисты с удовольствием поставят такую модель рядом со своими Т-4-ками, и Тиграми, и Пантерами. Я думаю, что это будет большим украшением модель на ваших полках. Меня зовут Павел, это был Мир моделей. До новых встреч!